Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Меня зовут Настя, канал по вязанию. В этом видео хочу показать, как сделать пляжную сумку или шопер с прямоугольным дном. Здесь также сейчас вам ставлю ссылку, где изготавливается круглое дно. Вы можете заменить или дополнить изделие и сделать что-то индивидуальное для себя. Итак, в видео войдет вязание прямоугольного дна. Его я буду укреплять, оно будет плотнее, чем стенки. Покажу, как это сделать. Вывязывание стенок, деление полотна на ручки, вывязывание ручек. Обратите внимание, повторяется узор дна здесь. Это поворотные ряды. Покажу, как сделать их край ровным, не зубчатым, не ступенчатым, а ровным, как у меня. Конечная обвязка ручек и изделия. Обращаю ваше внимание, что сумка из изнанки и с лица без срезов и узлов нити, что делает ее двусторонним изделием. Также покажу, как я прячу кончики. Все это войдет в видео. Смотрите его до конца. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки. Приступим. Мне понадобится джут, у меня 2-миллиметровый, двухниточный. Вязать я буду в 2 нити. Удобство моей катушки в том, что я могу взять нить с центра и с начала мотка и вязать с одной катушки. Все необходимые ссылки я оставлю под видео по информации о джуте, о выборе, о уходе за ним. Также здесь сейчас вам добавлю ссылку на видео по обзору, где можно на выгодных условиях заказать или приобрести джут. Также мне потребуется отдельный моточек джута в 2 нити. Можно заготовить до начала вязания с основной катушки 4-5 метров на тот размер, который я вяжу в этом видео. Ну, соответственно, больше либо меньше по вашему желанию, смотря какое изделие вы будете вязать. Маркеры, крючок 5 миллиметров, ножницы. Всю информацию по размерам готового изделия и расходу материала на него я также оставлю под этим видео в инфобоксе. Начинаю с дна сумки, образую первую петлю и делаю цепочку из воздушных на ширину дна. Я делаю 10-11 воздушных. Свободно, с тем же натяжением нити, с каким буду вязать все изделие. У меня цепочка из 12 воздушных петель. И теперь я буду вязать следующий ряд в заднюю перемычку косы. То есть вот коса остается снаружи, вяжу вот только в эту перемычку. И сейчас для того, чтобы создать фактуру и плотность дна, я буду ввязывать 2 нити джутового шпагата в мое дно. Зацепляю так, чтобы рабочая нить захватила 2 ниточки вот эти с запасом. И теперь стежок за стежком в заднюю перемычку косы я вяжу столбики без накида. Готов первый ряд. Рабочую нить оставляю в стороне. Нить, которую ввязываю в полотно, и нить начала мне нужно повернуть вязание и повернуть их так, чтобы тоже вторым рядом вязать в полотно. Провожу крючок в первый столбик, здесь без петли подъема, чтобы было плотно и не было лишних отверстий по боку. Провожу крючок, захватываю рабочую нить, чтобы ввязываемые и нить начала были внутри. И продолжаю второй ряд, столбики без накида, в обратную сторону. Каждый ряд моего дна в ширину составляет 11 столбиков. Несмотря на то, что я набрала 12 воздушных, одна у меня пошла на подъема, и так я контролирую из ряда в ряд, чтобы их оставалось 11.
чтобы не потерять ни с какого края ни одного столбика. Продолжаю ввязывать. И ряд за рядом поворотными рядами одним и тем же принципом и натяжением нити я вяжу нужную длину. Впоследствии это ширина сумки. Я провязала нужный мне размер. У меня получилось 32 сантиметра на 10. Сумка будет визуально пошире за счет мягких стенок. Я могу сейчас отрезать ту нить, которую ввязывала. Можно оставить, если стенки нужны плотные, более фактурные, можно ее оставить. Либо в одну, либо в две продолжать ввязывать. У меня так. Итак, получается у меня 34 ряда. Здесь было 11. Сейчас каждому ряду будет соответствовать один столбик. Здесь я провязываю второй раз в то отверстие, где был последний. И продолжаю обвязку края, ввожу крючок возле каждого ряда. То есть каждому ряду будет соответствовать один столбик боковой обвязки. Так, отверстие за отверстием сейчас я обвяжу. На этом этапе еще хорошо изделие отпарить хорошенько, дать высохнуть и остыть, потому что стенки сейчас начнут расти вверх, и потом это будет сделать сложнее. Потом только нужно будет нам отпарить стенки. Итак, продолжаю обвязку до следующего угла. Я провязала по одному краю обвязку столбиками без накида. Здесь я провязала 2 в одно отверстие. И по-хорошему провязать в эти все отверстия тоже по 2 переходные. Но я пересчитываю сейчас количество столбиков, которые у меня получится по всему периметру. Получается, если я добавлю на каждом углу по одному, 90 столбиков. Сейчас мне нужно скорректировать это количество так, чтобы оно ровно делилось на 4. Для того, чтобы было проще запланировать ручку, кратное 4 должно быть мое количество столбиков. Я пересчитываю их 90. Либо 88, либо 92. Мне проще убавить 2 столбика, то есть я здесь не вяжу второй, сразу перехожу на обвязку следующего края. Этот конец тоже сейчас в этом ряду прячу. По этой стороне, это сторона начала, у меня кромочная косичка. Крючок ввожу в нее полностью и продолжаю обычные столбики без накида. Здесь сейчас на этом углу я провяжу 2 столбика в одно отверстие. Получается, по диагонали по одной мы добавляем, по второй не добавляем, чтобы скорректировать количество. Вот этот угловой столбик по этой стороне, и в это же отверстие вывожу угловой столбик уже на эту сторону. Теперь продолжаю точно так же, как здесь. Каждому ряду соответствует один столбик, отверстие здесь, 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 здесь и так далее. Ввожу крючок в каждом ряду и вывожу столбик на высоту стенок. Продолжаю обвязку. Соответственно, со следующего угла я еще раз проверю себя, пересчитаю количество столбиков и здесь сделаю один, перейду сразу на эту сторону. У меня получится 88 в круговую. Я еще раз пересчитала.
Если я здесь сейчас провязала один и сразу перехожу на другой край, на боковину сумки, у меня получается ровно 88 столбиков по периметру. Ровно делятся на 4, то, что мне нужно. Я завершаю обвязку и буду переходить уже на стенки. Стенки вязать по спирали, без соединения рядов, ряд за рядом. Вот он мой угол. Здесь можно сейчас поставить маркер для удобства, чтобы не потерять место начала. Готово. Продолжаю вязать столбики без накида, без добавлений и убавлений на необходимую высоту. Я провязала нужную мне высоту. От обвязки получается 22-23 сантиметра. Сейчас мне нужно найти визуальный центр, так как столбики немножко вправо уходили по полотну. Я ищу центр по дну ровно. Вот он. И поднимаюсь вверх, ставлю маркер. Теперь укладываю ровно сумку, прижимаю края, чтобы они были отцентрованы относительно дна. И проверяю еще раз себя сантиметром. Сумочка в ширину 40 сантиметров с небольшим, маркер вот как раз на 20 вот с копейками. Все ровно. Напоминаю, у меня 88 столбиков по окружности. Я уже для себя решила, что на ручку я выделю 14 столбиков на одну ручку и, соответственно, 14 на другую. У меня остается 60 петель, 30 с одной стороны, 30 с другой. Сейчас намечаю ручки относительно центра и относительно вот этих краев. Пока буду работать с одной стороной, поэтому маркеры ставлю себе здесь и здесь. Маркеры я установила таким образом, что он вставлен в первую и в 14-ю петельку проймы ручки. То есть я буду задействовать вплоть до него, вот эту. И продолжаю вязать столбики без накида, соответственно, до маркера. Сейчас у меня пойдут прямые и обратные ряды, поворотные, обычными столбиками. Но край я буду делать немного иначе, для того, чтобы он был ровный по пройме ручки. Итак, вот последнее. Теперь сюда же в полупетельку я провожу еще одну и протягиваю. Переворачиваю мое вязание, делаю петлю подъема одну каждый раз с каждой стороны. И сейчас буду вязать не в первую, так как я ее добавила, по сути вторую вывела с той петли, а в следующую. Таким образом я добьюсь здесь ровного края. Он не будет зазубренным, не будет ступеньками, а будет ровный. Сейчас я вяжу до маркера по следующей стороне. Я снова подошла к маркеру. Это последний столбик. И здесь же я провязываю еще один. Могу вот даже сюда же. Я его как будто добавила. Так буду с каждой стороны делать в каждом ряду. Делаю петлю подъема, но здесь я вяжу не в первый, а сразу во второй. То есть я его только что в конце ряда добавила, и тут же я его провязала мимо.
количество столбиков у меня не увеличилось, но при этом вот этот край будет ровный, без углов пойдет. Сейчас я буду вязать туда-обратно, туда-обратно. В конце и в начале ряда делать всегда одинаково, в конце ряда добавлять, в начале ряда вязать его мимо. И на нужную мне высоту. То есть визуально вы поймете, что вам уже достаточно. Я снова в конце ряда, а значит мне нужно здесь провязать лишний столбик. Я провязала последний, и с этого момента я вяжу не сюда же второй, а вот в эту перемычку. Вытягиваю нить и провязываю. Петля подъема, переворачиваю. Здесь снова не в первую, а во вторую. Пропускаю ту, которую добавила только что. Ряд за рядом продолжаю. Я закончила вязание этой части. У меня получилось от нуля, вот этой 0, 11 рядов, 10 сантиметров. Вот примерно в квадрат получается пройма под ручку. Можно больше, можно меньше, на ваше усмотрение. Здесь я уже, естественно, не вяжу в перемычку. Если пересчитать кромочную косу, у меня как было 30 столбиков, 30 петель, так и осталось. Здесь сейчас я отрезаю с запасом, так примерно. И вытягиваю нить. Все. Теперь буду начинать с этой стороны. Ввожу крючок в следующую за маркером. Отрез нити с небольшим запасом. Подхватываю, вытаскиваю. Теперь этот край я пущу в этом ряду в полотно. Закрепляю воздушной. Это первый столбик. И продолжаю вязать 30 столбиков до следующего маркера. С этой стороны мне нужно провязать точно такое же количество рядов. Я в конце первого ряда второй половины, место, где у меня образуется ручка, и я здесь провязываю один лишний, добавляю, делаю столбик подъема, переворачиваю и продолжаю вязать точно так же, аналогично, как на этой стороне, не в первый, только что добавленный, а в следующий. Можете вернуться по видео, эта сторона вяжется точно так же. С той стороны 11 рядов тоже готово. Здесь я не вяжу лишнего. 30 столбиков у меня, количество петель не изменилось. Обращаю ваше внимание на ровные края, не требующие обвязки. Теперь здесь вы можете вывязать ручку любой формы. Можно на плечо пустить ее по длине. У меня ровная перемычка, поэтому я набираю 14 петель, соответственно, как у меня по низу. Воздушных вторая, третья, четвертая, с тем же натяжением нити. Пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13 и 14. Готово. Теперь первый столбик с этого края, первый он. Потуже, чтобы не было тут лишней ниточки, которая тянет все время. Все, продолжаю вязать точно так же столбиками без накида. Необходимое количество рядов. С этой стороны я тоже сейчас наберу цепочку.
Я дошла до того момента, где в прошлом ряду набирала косичку между двумя половинами сумки. Вот она проходит, эта коса. На другой стороне она имеет вот такую нить, как перемычку. В нее я сейчас буду вводить крючок и продолжать вязать столбики без накида. Этот способ позволит добиться красивой косы по кромке, если ручку вы обвязывать не будете. Но я в любом случае делаю так, чтобы вам показать. Продолжаю, ввожу крючок в перемычку, коса остается на лицевой стороне и провязываю столбики. С этой стороны еще остался не спрятанный конец, поэтому я продолжаю вязать столбики в перемычку от косы, подхватывая этот конец в полотно. Подтягиваю его хорошенько и продолжаю ввязывать. Он уйдет по этой стороне вот практически до этого угла, учитывая тот запас, что мы оставили. Подхожу к очередному новому ряду. Здесь сейчас ориентируюсь по ручкам, они должны быть одинаковы. И продолжаю вязать столбики без накида. Здесь можно вязать до любой толщины ручек, как вам больше нравится. Я, получается, прокладываю уже второй полный ряд. Третий ряд у меня была просто цепочка из воздушных. Продолжаю еще круг. Я снова на новом ряду. Ручки у меня одинаковые сейчас. И сейчас я буду проводить обвязку вокруг всей ручки. Вот таким образом. Ее прям можно немножко скруглить, смять, чтобы ручка была потуже. Вокруг нее провожу столбик и вяжу. Так до конца. По плотности можно будет посмотреть, провязать их не 14, а немножко больше, как получится красивее. Продолжаю обвязку с этой и с другой стороны. Между ручками пока еще вяжу просто столбики. При обвязке у меня получилось 17 столбиков, несмотря на то, что было 14. Поплотнее я сделала. И теперь вытягиваю петлю и провожу обвязку вот такими вот соединительными косичками. Вставляю туда же, куда и при вязании, всей сумки, вытягиваю и сразу протягиваю петлей. Так по всему периметру и ручки в том числе я обвяжу. Я завершила обвязку с обоих сторон. Здесь она начиналась. Я отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю и сейчас здесь буду имитировать такой же стежок, такую же петельку. Ввожу крючок под полную косу обвязки. И увести мне нужно ее в исходную петельку. Вот сюда. Прокалываю. Подтягиваю. И сейчас этот край просто прячу под ручку или вот по изнанке. Я уведу под ручку. Готова моя сумочка. Осталось ее только лишь отпарить. Она отлично обработана как снаружи, так и внутри. Может обойтись и без подкладки. Вместительная.
практичное и экологичное. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!